60-летие Ричарда Миллера должно было стать главным светским событием осени в Сиэтле. Один из самых состоятельных предпринимателей США, владелец инвестиционной империи и человек с миллиардным состоянием, готовился отметить юбилей в своем роскошном особняке на берегу озера Вашингтон. Однако сам виновник торжества появился не так, как ожидали гости. За 3 месяца до этого Ричард инсценировал собственный финансовый крах. Он исчез из привычной жизни, распространив через прессу информацию о разорении и долгах, и начал жить под вымышленным именем в неблагополучном районе города. Он носил поношенную одежду, снимал дешевую комнату и наблюдал, как его исчезновение меняет поведение самых близких людей. Его жена Линда занялась исключительно спасением личных активов и подготовкой к новой жизни без мужа. Старший сын Брэндон и младший сын Эрик быстро смирились с мыслью о потере отца, беспокоясь лишь о наследстве и собственном комфорте. Никто из них не пытался его искать. Единственным исключением стала дочь Эмили. Она давно жила отдельно, работала врачом в городской больнице и никогда не пользовалась деньгами отца. Узнав о его исчезновении, она не поверила в равнодушные версии прессы и начала самостоятельно искать его, проверяя приюты, больницы и улицы города. В день юбилея Ричард пришел к воротам собственного дома в образе бездомного. Его не узнали ни охрана, ни семья, и его попытались выгнать, чтобы не портить прием. Лишь появление Эмили изменило все. Она узнала отца мгновенно и бросилась к нему, не обращая внимания на внешний вид и взгляды окружающих. В этот момент Ричард окончательно понял, ради чего затеял это испытание. После праздника он принял жесткие решения. Брак с Линдой был расторгнут, сыновья лишились доступа к бизнесу и финансовой поддержке. Им было предложено начать самостоятельную жизнь без привилегий. Основную часть состояния Ричард переписал на Эмили, поставив условие, что она продолжит работать врачом и направит деньги на благотворительные проекты. Год спустя Ричард жил уже в другом доме, скромном, вдали от шумных приемов. Он проводил время с дочерью, помогал медицинским инициативам и впервые за много лет чувствовал себя по-настоящему нужным. Эта история стала для него доказательством того, что богатство способно купить уважение и страх, но только искренняя любовь проявляется тогда, когда исчезают деньги и статус.